«Мистер Карвер, вам нужно это увидеть», — тревожно сказала няня Сюзанна, выглядывая из коридора особняка в пригороде Лидса, Англия. Аарон Карвер, 40-летний владелец успешной ит-компании, мгновенно отложил бумаги и направился в комнату сына. На кровати сидел его 8-летний мальчик, Лео. Рядом стояла нетронутая тарелка с обедом. «Он почти не ест уже неделю», — шепнула Сюзанна. «И потерял около 7 килограммов. Врачи говорят, что он здоров, но посмотрите на него». Лео выглядел болезненно худым. «Папа, живот снова болит», — тихо сказал мальчик. В этот момент в дверях появилась домработница, мисс Ханна Рид, новая, нанятая всего 3 месяца назад. «Я приготовила особый чай», — мягко сказала она. «Он поможет. Рецепт моей бабушки». Аарон вежливо кивнул, но что-то в ее взгляде вызвало тревогу. Интуиция подсказывала, за безупречной внешностью Ханны скрывается нечто странное. Ночью, не в силах уснуть, он вспомнил. Проблемы с аппетитом у сына начались через 2 недели после того, как Ханна появилась в доме. Совпадение? Симптомы усиливались только после еды, приготовленной ею. На следующий день Аарон установил на кухне скрытую камеру. Через 2 суток запись показала. Ханна рано утром добавляла в напиток Лео белый порошок из крошечного флакона. Кровь застыла в жилах. Он позвонил другу, юристу Оливеру Кроссу. «Мне нужен частный детектив. Срочно». Через день детектив Томас Грей сообщил. В ее биографии есть пробелы, и каждый месяц она получает переводы с офшорного счета. Аарон почувствовал, как холод прошел по спине. Кто-то ей платит. Это не случайность. Он собрал образец напитка и отправил в лабораторию. Результат был шокирующим. Слабительные вещества и травы, подавляющие аппетит. Ханна медленно морила его сына голодом. Через 2 дня детектив принес новое открытие. Счет, с которого платили Хане, принадлежал родственнице Аарона, его кузине Эмме Коллинз. Та давно затаила обиду. Их общий дед завещал бизнес именно Аарону. Эмма решила уничтожить его репутацию через болезнь ребенка, чтобы отвлечь, довести до ошибок и получить контроль над компанией. Аарон сохранил самообладание. Он собрал все доказательства, переводы, видеозаписи, переписку между Эммой и Ханной, где обсуждались дозировки и прогресс болезни. Затем позвал корпоративного адвоката и журналистку-расследовательницу. На заседании совета директоров Эмма пришла уверенная в своей победе. Но вместо вотума недоверия увидела на экране запись, как ее подручная подсыпает порошок в детское питание. Следом банковские документы и скриншоты их сообщений. «Ты использовала моего сына, чтобы получить власть», — сказал Аарон холодно. «Он ребенок, не инструмент твоих амбиций». Эмма попыталась отрицать, но доказательства были неопровержимы. Полиция арестовала ее прямо в зале. Через несколько недель суд приговорил Эмму к 5 годам тюрьмы, а Ханну — к 3. Все украденные средства пошли на трастовый фонд для Лео. Полгода спустя мальчик полностью выздоровел, вернул вес и энергию. Дом наполнился смехом. Аарон построил новые корпоративные принципы – прозрачность, честность, ответственность. Его история стала примером для многих. Иногда опасность приходит не извне, а изнутри, из семьи, ослепленной завистью. И самое важное, чему он научился. Настоящая сила не в мести, а в защите тех, кого любишь, с холодной ясностью и твердой справедливостью.